Итак, для нашего эксперимента мы выбрали магазин Чидрау, потому что цены здесь чуть поинтереснее, чем в Walmart. Здесь Walmart тоже есть, но там чуть выше цены. Ну, для эксперимента пойдет. Итак, погнали. В самом начале у нас здесь идет отдел там, кремов солнцезащитных, мыла, зубные пасты, вот это вся. Поэтому начнем как раз с этого. Так, женский дезодорант Rexona, 84 песо. Шампунь, ну, например, Pantene пусть будет, 99 песо. Мужики, то без чего трудно обойтись, 125 песо. Тут один жилет, одна кассета. Ну, естественно, гель для бритья, тоже само собой. Или пена. Гель стоит 139 песо, а пена стоит маленькая 32, большая 195. Дезики для мужиков, Axe 86 песо. Так как вы в Playa del Carmen, здесь солнце, ну, сами понимаете, солнцезащитный крем. Самый популярный здесь Nivea, и стоит он 290 песо за бутылочку. Хватить должно на месяца два. Мыло для рук, Palmolive какой-то, 32 песо за баночку. Нет. Ну все, закончили здесь. Базовое, да, мыло, бритва. Зубные щетки, паста. Так, Colgate 75 песо. Colgate. И еще вам нужно будет зубья поточить, поэтому щетки 25 песо 2 штуки. 25 песо, ну 30 песо, 25, 39 самая дорогая щетка. Идут все попарно. Мыло обычное, старое, доброе, 18 песо. Ну вроде все. Переходим к еде. Что у нас? Хлеб, мясо, да? Что у нас важное? У всех набор первой необходимости разный, поэтому, ну, будем снимать так, примерно. Так, хлеб всему голова, начнем с хлеба, наверное. Хлеб по 4, по 5 и по 1 песо. По одному это маленькие такие небольшие буханочки. К сожалению, все тут закончилось, но вот они вот такого размера. Примерно на один раз поесть одному человеку, ну, почти достаточно. От 1,5 песо до 5 песо. Небольшой хлеб. Также там есть чиабатта, сейчас покажем. Вообще хлеб в Мексике очень дорогой. Если вы его берете какой-нибудь готовый, пакетированный, он будет очень дорогой. Вот эта буханочка стоит 35 песо. Поэтому рекомендацион. Берите все в магазинах, где пекут на месте. Вот тут у нас пекут, вот можете взять, там очень дешево. Если берете такой хлеб, 35, 55, а то может и 70 песо стоить. Это, ну, дорого очень. Вот этот хлеб, например, тостовый хлеб, 29 песо стоит. Такая буханочка. Нарезанный. Сыр панелла, основа мексиканской кухни, очень вкусный. Вот такая вот штучка стоит 35 песо, 200 грамм. Сыр панелла. Масло президент стоит 105 песо, 200 грамм. Стандартная пачечка. Масло. Ну, цены разные, но 200 грамм так в среднем можете рассчитывать. Есть и за 60. Нет, это маргарита, да? Мантеки, нет, за 60. Есть и за 60 песо. Ну так, от 60 до 100 песо. Президент один из самых дорогих. Также не могу стороной обойти то, что мы очень любим. Это сметана, она прям волшебная. Называется крема оригиналь. Вот, очень вкусная, стоит она 39 песо. Вот такая вот баночка, по-моему, 450 грамм, если я правильно помню. Да, вот, очень вкусная. Веселые здесь люди, конечно. Да, люди любят помахать камеру, молодцы. Смотрите, также йогурты. Тут очень большое количество йогуртов, какие хотите. Это, конечно, не еда первой необходимости, но многие любят, и завтракать чем-то надо. Поэтому йогурты. Основные бренды здесь вот Лала, очень такой известный бренд, тот же самый, что и крем. Йогурт стоит 51 песо, по-моему, литровый, да, был? Литровый был, не помнишь? 900 грамм. 900 грамм, такая вот. Стакан классный, 51 песо. И также еще Данон. Данон классный, у них меньше жирности, они обезжиренные и очень вкусные, и с маленьким количеством сахара. Но стоит 57 песо. Я не знаю вообще, но это... Не знаю, об этом стоит ли вообще говорить, но это же не предмет первой необходимости, да? Но если что, 389 песо. Вот, литрушка, 1,7 литра. Так, говядина, да? За килограмм сколько она стоит? Итак, говядина, это мякоть для жарки, очень вкусная, мы сами иногда берем, жарим. Стоит 700 песо за килограмм. И вот эта пачечка с 3 кусками 270 песо. Но также есть подешевле такая, с косточкой на кости для бульона. Это у нас стоит
Вот за эту пачку 108 песо, а за килограмм 129 песо. Говядинка. Итак, курица. Про всю курицу рассказывать не буду. Возьму только вот стандартное бедро. То есть 2 бедра в пачке стоит 28,78 песо. А килограмм стоит 39 песо за килограмм. 2 ноги 28 песо. Это самая выгодная тема здесь, что можно покупать из таких продуктов. Да? Курица. Очень дешевая. Свининка охлажденная. Вот ребрышки. Хорошо для жарки, для шашлычков, там, я не знаю, для варки. 127 песо за килограмм. Шикарная цена. И также здесь сразу можете видеть, это копченая, стоит 112. Это копченая свинина. На гороховый суп, кстати, классно, кто не боится потом веселую ночь. 112 песо за килограмм. Рыбка, 105 песо за килограмм. Свежая тилапия. Вот такая рыбка есть. Ну и также креветочки есть. Креветки у нас по 279 песо за килограмм. Как обычно, куча вариантов яиц, и тут цены начинаются от 83. Мы где-то видели еще и дешевле, но так в среднем можете брать 83, 85, 92 песо за 30 штук, 30 яиц. Яблоки. Молоко безлактозное, 54 за 1,5 литра. И также здесь есть разные виды молока на любой вкус и цвет и кошелек. Вот, например, здесь кокосовое молоко 48 за литр. И также есть по 52. Так, это у нас миндальное, да, забыл, название. Миндаль в 42 за литр, миндальное молоко. Ну и много разных других, какие хотите. Вот здесь вроде есть коровье молоко, 39 еще. Вот. Тоже безлактозное, да, у них тут какая-то... для тех, кто любит нормальное коровье молоко, здесь 120 песо за 4 литра, за 4 пачки. Так, макароны 20 песо. Есть, конечно, разные, спагетти 23. Я знаю, что алкоголь это зло, вредно, пить нельзя и все такое, но пиво входит в список жизненно важных продуктов первой необходимости, поэтому я обязан вам сказать цены. 115 песо за 6 банок. Вот, либо пинтовое 38 песо за пинту пива. Это такое оптимальное, недорогое и не дешевое. То есть хорошее пиво, но по низкой цене. Есть еще Корона, она чуть дороже стоит, 127 за 6 баночек. Jack Daniel's Ginger. Как вам такое? Да, есть такое, есть Aqua Minerale, то есть содовый уже замешанный, есть с лимонадом Jack Daniel's. В общем, да, с этим тут проблем нету. Все, что хотишь. Ну и, конечно же, вода. Последнее в нашем списке. Вода 47 песо за 10 литров. Вот такие 10-литровки есть. Это самая такая доступная цена. Из всего здесь есть чуть подороже, но вот так для базового списка подойдет. 47 песо за 10 литров. Про чипсы я, наверное, вам говорить не буду. Надеюсь, вы их не едите. Редкостное зло. Вот. Что я еще хочу сказать в завершении. Самое главное, будьте очень-очень внимательны с сахарами, потому что сахар добавляют в Мексике в продукты во все, поэтому следите, где, что, сколько сахара добавлено. Это очень важно. В Мексике есть такая проблема с лишним весом у людей из-за того, что везде этот сахар, это кока-кола по кругу, поэтому будьте внимательны. Если вы следите за своим весом, пожалуйста, обращайте внимание, сахар везде. Мы находимся в этом Чедрауэ, да, это гипермаркет. Здесь есть все, что вы захотите, от тапочек до рыбы, я не знаю. И также здесь есть простыни, ведра, посуда, вообще все, что угодно. Я вообще собираюсь как-нибудь снять все это подробнее, но вот это в другом ролике будет. Тут мы только про еду и базовый набор. Пока!